Вообразите ситуацию, которая в обычной жизни невозможна. Вы выходите на футбольное поле, а соперника нет. Никто не мешает, никто не прессингует, ворота пустые, трибуны молчат. Судья сразу показывает на центр поля и дает стартовый свисток в вашу пользу. Проиграть в таких условиях – это надо умудриться. Но именно это и произошло с АвтоВАЗом на днях. Прошлый месяц стал холодным душем. Продажи Лады Весты, ключевой флагманской модели завода, рухнули за месяц на 62%. Не на 6, не на 12, а на 62%. Это не спад и не коррекция, это обвал. Если перевести это на человеческий язык, то из 10 потенциальных покупателей, которые еще недавно были готовы выложить деньги за новую Весту, в салоне зашло только 4. Остальные 6 просто развернулись и ушли. Причем не потому, что нашли что-то лучше, а потому что решили не сейчас и не за эти деньги. Кстати, все свежие цифры, которые автодилеры не любят озвучивать вслух, мы разбираем без купюр в нашем телеграме. Там реальная картина рынка, а не рекламные релизы. И здесь возникает главный парадокс. Куда они ушли? К конкурентам? А конкурентов-то по сути нет. В бюджетном сегменте АвтоВАЗ сегодня практически монополист. Западные бренды ушли, корейские исчезли, массовые китайские модели выбиты утильсбором. Казалось бы, идеальные условия, о которых любой автопроизводитель может только мечтать. Государственная поддержка, льготы, программы субсидирования, пустое поле. Но результат – рекордное падение. Самое интересное начинается дальше. На фоне этих цифр руководство завода выходит с бодрыми заявлениями о прибыли по итогам прошлого года и сообщает, что никаких радикальных изменений в стратегии не планируется. Продажи падают, рынок сжимается, флагман сыпется, но все хорошо. Почему? Сегодня мы как раз и разберем, за счет чего крупный автозавод страны может показывать прибыль, теряя покупателей массово. Давайте посмотрим на сухие цифры. В прошлом месяце АвтоВАЗ смог продать чуть менее 20 тысяч автомобилей, около 19,5 тысяч. Это почти на треть меньше, чем за тот же период годом ранее. Почти треть рынка растворилась в воздухе. Но если копнуть глубже и разобрать ситуацию по моделям, картинка становится куда мрачнее. Лада Гранта, тот самый народный автомобиль, основа продаж, рабочая лошадка, потеряла более трети покупателей. Было свыше 11 тысяч проданных машин год назад, стало менее 8 тысяч, минус 33% за год. Треть клиентов сказала нет. А теперь Веста. Машина, которую еще недавно ставили в пример, которая стабильно держалась в верхней части рейтингов и уверенно занимала второе место по продажам в стране, в прошлом месяце всего около 3000 проданных экземпляров, минус 62% за один месяц. Это показатель массового отказа от продукта. Люди проголосовали кошельком, и этот голос был очень громким. В результате Веста столкнулась с верхних позиций рейтинга и оказалась позади китайских моделей. Да, именно тех самых, которые стоят на треть дороже. И вот здесь возникает по-настоящему болезненный момент. Покупатель готов переплатить сотни тысяч рублей, лишь бы не покупать отечественный автомобиль. Не потому что альтернативы идеальны, а потому что доверие к Ладе подорвано. Мы регулярно показываем реальные альтернативы, что люди берут вместо Лады и за какие деньги, без розовых очков и маркетинга. Все это в телеграм-канале, куда дилеры сами иногда заходят почитать. Единственные модели, которые пока держатся относительно устойчиво, это Нивы. Старая, почти реликтовая Нива Legend просела не так сильно. Более свежая Нива Travel показала минимальное снижение. Но эти объемы не способны перекрыть провал в легковом сегменте. Ларгус же вообще исчез из топов, словно его просто вычеркнули из повестки. И вот здесь самое время задать логичный вопрос. Как при таких результатах завод может говорить о прибыли? Сначала разберемся с условиями, в которых работает АвтоВАЗ. Эти условия действительно уникальны. С рынка ушли Volkswagen, Skoda, Renault и другие крупные игроки. Корейские бренды свернули продажи.
Китайские производители хоть и остались, но получили мощный удар в виде утилизационного сбора, особенно по моделям с моторами свыше 160 лошадиных сил. Это сразу добавило к цене сотни тысяч рублей. В итоге сегмент до 2 миллионов рублей оказался фактически пуст. Там остался только АвтоВАЗ. Более того, государство запустило программы поддержки покупки отечественных автомобилей, позволяющие получить скидку от 10 до 20%. Для той же Весты это означает почти полное отсутствие ценовой конкуренции. Добавим сюда обновление модельного ряда, разговоры о новой Искре, модернизацию Нивы. Казалось бы, момент идеальный. Захватывай рынок, увеличивай объемы, занимай освободившиеся ниши. Но вместо этого мы видим рекордное падение спроса. Даже со скидками и льготами люди не идут в салоны. Почему? И здесь мы упираемся в ценовую и сбытовую политику. Начало года – традиционный период распродаж. Во всем мире дилеры избавляются от прошлогодних машин, понимая, что каждый месяц хранения снижает их привлекательность. Но АвтоВАЗ действует иначе. Скидки минимальны и привязаны к жестким условиям. Реально ощутимую выгоду можно получить только на ограниченное количество машин и чаще всего через лизинг. Автомобили, выпущенные в конце прошлого года, продаются как новые по полной цене, даже если они несколько месяцев простояли на складе. В результате в салонах до сих пор стоят машины двухлетней давности по цене свежих. Покупатель это видит и делает выводы. Для сравнения, параллельный импорт. Mazda CX-5, привезенная из Китая с адекватным мотором, без запредельного утильсбора, стоит дороже Лады, но при этом продажи этого автомобиля выросли в разы, потому что покупатель чувствует баланс цены и продукта. Все схемы, цифры никому не нужных Лад на складах, реальные цены изнутри и то, о чем официально молчат, мы регулярно выкладываем в Телеграме. Там рынок выглядит совсем иначе. Теперь посмотрим на кредитные программы. Ставки от 12 до 20% годовых. В условиях высокой ключевой ставки это означает огромную переплату. При этом в конце прошлого года банки одобрили лишь около 16% заявок на автокредит. То есть 5 из 6 покупателей просто не получили деньги. А вся стратегия завода строится именно на кредите. Есть рассрочка под символические проценты, но с первоначальным взносом более половины стоимости и сроком всего год. Фактически это предложение для тех, у кого деньги уже есть. И пока весь рынок борется за клиента, снижая цены и условия, АвтоВАЗ стоит на своем и теряет аудиторию. Теперь поговорим о стратегии. В мире давно существует простой принцип: унификация платформ, снижение издержек, масштаб. Большие концерны делают десятки моделей на одной архитектуре. Это снижает себестоимость и упрощает логистику. АвтоВАЗ идет другим путем. У него несколько разных платформ для небольшого модельного ряда. Разные корни, разная логика, разная экономика. Это дорого, это сложно, это увеличивает издержки. Особенно показателен пример Искры. Она зажата между Грантой и Вестой по цене, в сегменте, где нет иномарок. В итоге она не привлекает новых покупателей, а просто отбирает их у собственных моделей. Это классическая каннибализация продаж. Общий объем не растет, а снижается. Цифры это подтверждают. Совокупные продажи ключевых моделей за год сократились более чем на треть. Новый продукт не спас ситуацию, а лишь перераспределил остатки спроса. И вот мы подходим к главному вопросу: откуда же прибыль? Формально завод не получает деньги напрямую, но государство в прошлом году выделило десятки миллиардов рублей на субсидирование льготных автокредитов. И почти все эти деньги так или иначе касаются Лады, потому что альтернатив просто нет. Кроме того, для крупнейших производителей была введена отсрочка по уплате утилизационного сбора. Это означает, что завод не платит сотни тысяч рублей с каждой машины сразу, не берет дорогие кредиты, не замораживает оборотные средства. Экономия на процентах – чистая прибыль. Вот и весь парадокс.
Прибыль формируется не за счет спроса, не за счет качества, а за счет льгот, субсидий и отсрочек. И если прибыль есть, мотивации что-то менять нет. Это удобная, но опасная модель, потому что она работает только до тех пор, пока есть государственная поддержка и отсутствие реальной конкуренции. Китайские бренды уже локализуются. Через год-два ситуация изменится, и только покупатель получит выбор. И если сегодня он готов переплачивать, лишь бы не брать Ладу, то что будет, когда переплачивать не придется? Вот над этим и стоит задуматься. Эта история не про один завод и не про одну модель. Это вопрос о том, строим ли мы конкурентоспособную индустрию или просто поддерживаем систему, научившуюся зарабатывать на льготах. Пишите в комментариях, что думаете вы. Был ли у вас опыт покупки Лады? Что стало решающим фактором? И куда, по-вашему, движется эта история дальше? А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм-каналах. Подписывайтесь, ссылки в описании. Ну и шутка на прощание. А можно с АвтоВАЗом так же, как с Долиной. Цены обратно снизить, а Соколова выселить.